Всем привет! И сейчас я вкратце расскажу, как мы будем с вами взаимодействовать. Если вы напишите комментарий в чате под видео во время стрима, то этот комментарий увидят все зрители. Если там будет какой-то вопрос, я отвечу на этот вопрос. А может быть, не отвечу. Но если вы хотите, чтобы ваш вопрос был озвучен обязательно, с какой-либо цензуры, тогда под видео есть две ссылки. Первая, ссылок там много, но самая верхняя ссылка на донат-стрим. Вы делаете любой донат. 2 рубля, 5 рублей, 100 рублей. И в месте для сообщений пишите свой вопрос. Чем дороже ваш вопрос, тем раньше я начну на него отвечать. То есть, если поступило 5 вопросов, 4 по 10 рублей и 1 по 100, на первом месте будет стоять вопрос за 100 рублей. А все остальные будут ниже. Если вдруг появится какой-нибудь вопрос за 1000 рублей, то на первом месте будет стоять вопрос за 1000 рублей, второй вопрос за 100 рублей, и все остальные потом. Если вы хотите, чтобы я озвучил, что поступил вопрос от такого-то, такого-то человека, тогда в термине сообщения напишите, что вопрос от меня и вопрос. Если вы сделаете донат от 500 рублей и выше, вот здесь появится ваше имя на 1 месяц. С одной стороны, может показаться, зачем это надо. С другой стороны, если вы, например, напишите вместо своего имени Василий, Агафен или еще какого-нибудь, услуги фотографа, и телефон, или e-mail, то здесь будет висеть именно эта запись. То, что вы написали в поле имя. Также вам доступно будет указать URL видео с YouTube протяженностью не более 10 минут. Это также доступно при донатах от 500 рублей и выше. И ваше видео мы посмотрим в любом случае, даже если оно было отправлено, когда стрим не идет, закончился или еще не начался. Просто я это видео включу в ручном режиме и всем покажу. Также вы можете записать свое сообщение не текстом, не буквами, не на клавиатуре, а воспользовавшись микрофоном. И тогда ваше сообщение мы послушаем. Также без какой-либо цензуры, резок, запискиваний и прочего. Собственно, и все, что касалось донат-стрима. Также внизу есть другая ссылка на Donation Alert. Если вы сделаете донат по этой ссылке, то ваше сообщение, не имя, а именно ваше сообщение,
будет отображаться вот здесь, внизу экрана, ровно 7 суток с момента ее отправки. Либо до того момента, когда кто-нибудь отправит туда свое сообщение дороже вашего. Также есть ссылка на Boosty. Что эта ссылка дает? На Boosty отображается все то же самое, что вы смотрите здесь на YouTube, ВКонтакте. Но, оформив самую дешевую подписку, за 100 рублей на данный момент, вы получаете возможность в комментариях указывать свои темы в течение всего месяца. То есть вы оформили подписку, заплатили 100 рублей, ваша подписка действует месяц, и вы можете отправлять свои вопросы, свои темы, все что угодно, и все это будет использоваться при создании тем нового стрима. Если же заплатите не 100 рублей, а купите более дорогую подписку, то ваше имя точно так же появится вот здесь, в спонсорах канала. Появится не сразу, как только мне придет информация, что вы оформили подписку, я в ручном режиме ее добавлю. Также там есть возможность купить мега-дорогую подписку за 1000 рублей. Купив эту самую мега-дорогую подписку, вы должны в обязательном порядке указать свой рабочий телефон. Не в смысле телефон на работе, а телефон, который работает, по которому я могу до вас дозвониться. Электронную почту. Тогда я по этим контактам свяжусь с вами. Мы обсудим технические детали, протестируем. И если все будет нормально, вы станете соведущим одного выпуска стрима. Как это будет выглядеть, я на данный момент не могу сказать. Все зависит от ряда фактов. Если будет возможность сделать видеосвязь, я сделаю видеосвязь. И тогда рядом с моей мордой лица будет ваша морда. Будет возможность просто поговорить, не знаю, например, через звонок, через какой-нибудь мессенджер. Мы сделаем так, чтобы было видно меня и слышно вас. То есть именно этим мы и займем. Ну а пока можете поставить лайк и подумать, что вам больше подойдет. А стрим начинается. Так, всем доброго вечера. Начинаем новый стрим. И по большому счету будет он, наверное, короткий. Во-первых, воскресенье, вечер. Смотреть никто, скорее всего, его не будет в прямом эфире. Поэтому буду кратким. Примерно как-то вот так. Ну, а может быть и что-нибудь проговорим. А может быть и не проговорим. К слову сказать, наконец-то заработала система с ВКонтактом. И теперь вы можете писать свои вопросы, пожелания не только в чате на YouTube, но и под видео ВКонтакте. Ну и, соответственно, все это прочитаем и, скорее всего, обсудим. Ну, примерно как-то так. Ну, а теперь плавно переходим к основной части подкаста, к вашим вопросам. Thank you! Почему не любишь попрошаек, хотя сам попрошайка? Ага. Вовремя. Не знаю, почему все это озвучилось. Но не высветил. Ответ очень простой, я его уже много-много раз называл. Сам попрошайка. Я не отрицаю, не спорю. Хотите задать вопрос, заплатите. Хотите получить ответ, заплатите. Хотите, чтобы ваш вопрос был первым, заплатите больше. Куда пойдут деньги, которые вы мне заплатили?
Ну, кто самый догадливый? Деньги пойдут в зависимости от того, сколько наберется. Наберется 150. Пройду до соседнего ларька и куплю себе пачку сигарет. Получится накопить, например, 20 тысяч. Поменяю вот этот старинный советский стул, например, на третий самурай. И буду сидеть на третьем самурае. Упадет вдруг 50-60 тысяч. Закажу себе стол, на который можно будет нормально, без всякой изоленты, закрепить камеры, микрофоны, лампы, компьютеры, все это прикрепить. И можно будет работать за этим столом как стоя, так и сидя. Упадет еще 20 тысяч. Куплю новую веб-камеру, которая будет уже осиливать не только Full HD, но и, например, 4К. И так далее, и тому подобное. Список можно продолжать до бесконечности. Но видели ли вы у меня, например, во ВКонтакте, в Твиттере, без разницы где, место, где я пишу какой-нибудь текст наподобие: ребята, давайте скинемся, поможем нашим солдатам, милиции ЛНР, ДНР, ХНР и прочих НР. Купим им квадрокоптеры 50 штук. Если можете перевести деньги, переводите на карточку 1, 2, 3, 4, пробел 1, 2, 3, 4, пробел 1, 2, 3, 4 и еще раз 1, 2, 3, 4. Если же у вас есть возможность приобрести хороший квадрокоптер, 2, 3, 4, 5, 10, 15 штук, то напишите мне на почту, я вам сообщу почтовый адрес свой, и туда вы можете выслать все эти квадрокоптеры. А потом я со своим приятелем загрузим все это в машину и прямо отсюда вот такую шут по прямой через Казань. Воронеж, Белгород, прямо в ДНР, ЛНР. Есть связи, и там все это отдадим. И передадим привет от вас заодно. Видели? Скорее всего нет, потому что таких записей у меня не было. И скорее всего не увидите, потому что я не спорю. Есть большое количество людей, которые собирают деньги, и потом эти деньги передают именно тем, кому они нужны, кто является целью сбора. Человек, который купит квадрокоптеры, человек, который оплатит операцию, человек, который что-то сделает, о чем было сразу же уведомлено. Но, как показывает практика, те, кто на самом деле делает все это, потом публикуют фотографию. Вот я с друганом Васей поехали отвозить ДНР. Вот скрин с большим человеческим спасибо от человека, которому сделали операцию. Вот большое человеческое спасибо от того-то, кому вы оплатили услугу. Всем спасибо, всем до свидания, до скорых встреч. Но подобных людей из общего количества попрошаек, наверное, чуть меньше четверти. А все остальные собирают и на операции солдатам, и на операции детям, и на то, на все, на квадрокоптеры, на бронежилеты, на все собирают.
Потом хвалятся, смотрите, за вчерашний день мы собрали 1,5 миллиона. У-у-у. Большое человеческое спасибо. До свидания, до скорых встреч. Но почему-то у них нет ни одной фотографии. Вот солдаты из Луганской Народной Республики вместе с вашими квадрокоптерами передают большое спасибо. Вот ДНРовцы, вот мама и ребенка, которому сделали операцию, вот сам солдат, которому сделали операцию. Нет, ничего подобного нет. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, все что угодно возможно. Но я почему-то предполагаю, что все эти люди, все эти 1,5, 2, 3, 5, 10, 15 миллионов, что вы им скинули, потратят на новый iPhone, на бифштекс, еще на что-нибудь, на новые джинсы с кедами, модными, дорогими. А почему? А почему нет? Вы же деньги дали, деньги надо потратить. Ну, подумаешь, немножко не на то, на что вы давали. Но ведь ремесло не будет каждого из вас проверять, не каждого из вас, каждого попрошайку проверять, куда ли потратили деньги. Я не знаю. Можно его, конечно, озадачить, но вряд ли у него найдется столько сил и времени, чтобы всех попрошаек проверить. Поэтому наберешь пару сотен подписчиков, и после этого попрошайничай, сколько тебе влезет на любую тематику. По статистике делает какие-то действия на сайте, ну, в интернете вернее, каждый 1000 человек. 100 тысяч подписчиков. Значит, 100 человек что-нибудь сделают. Ну, 100 человек скинутся по 1000, к примеру. Скинется по 1000 примерно треть. Треть, которую чуть-чуть побольше, скинется рублей по 10, по 50, по 100. А треть, которая совсем-совсем поменьше, скинутся по 50, по 100 тысяч, по 200 тысяч. Таких мало, но такие есть. И если проводить подобный сбор примерно раз в неделю, то такой жизни можно просто позавидовать. Ну, пока уголовный кодекс не постучится в дверь. А то, что он постучится, далеко не факт. Поэтому вот как-то так оно и получается, что обманщиков, мошенников я не сильно люблю. Даже не знаю почему. Ну вот так оно получается. Ну а с другой стороны, дело добровольное, дело ваше. Хотите, скидывайтесь, хотите, не скидывайтесь. Но перед любым донатом на что-то большое, высокое, благородное, доброе, почему бы не списаться с автором
текста, который написал это маленькое попрошайничество, и попросить у него: дружище, ну предоставьте какие-нибудь доказательства того, что ты собираешь на квадрокоптеры, что ты собираешь на операции, на бронежилеты, еще на что-то. Если бы я, например, покупал квадрокоптеры, я бы запросто смог это все подтвердить, показать, доказать. Если бы собирал деньги на операции, без разницы, ребенку, взрослому, раненому, солдату, хоть кому, я бы смог это доказать. И это было бы делов на 5,5 минут. Поэтому вы сами решайте. Хотите быть добрым и благородным? Будьте. Но не будьте лохом. Как-то так. Ну а теперь все-таки перейдем к части, где вы задаете вопрос, вернее уже задали. А я буду отдавать ответы, высказывать свои мнения, пожелания и прочее. В прошлом выпуске, если мне не изменяет память, был вопрос по поводу того, что один блогер жалуется, что Донбасс больше не собирает столько денег, как раньше. То есть сборы проходят с трудом. Если смотреть по тем вопросам, которые вы прислали, да, какая-то часть относится к СВО, но относится не столько к самой СВО, а к разным событиям вокруг и около нее. Поэтому прав был Борис Джонсон. Украина всем надоела. А первый вопрос – это возрождение Волги и Победы. С учетом СВО, я думал, победа это, есть победа в Великой Отечественной войне, а это победа над нацистской Украиной и что-то такое прочее. Но при чем здесь Волга? Погуглил немного и нашел высказывание одного нашего отечественного товарища, который высказался о том, что в России будут возрождены два бренда. То есть мы заново начнем делать машины Волга и Победа. Это не будут старые модели, это будет новый дизайн, новые внутренние части. То есть будет что-то новое под старым названием. Если честно, я не автомобилист, не любитель транспортных средств. Если меня везут куда-то на машине, мне все равно, везут меня на Мерседесе, на БМВ, на Жигулях. Она едет, ее не трясет, сидеть удобно. Больше меня от машины ничего не интересует в этом контексте. Если смотреть картинки, видео, то да, мне нравятся некоторые модели. Но с учетом моих доходов, отсутствием автомобильных прав, вряд ли какой-нибудь из этих моделей я когда-нибудь завладею. Как-то так. По поводу возрождения Волги и Победы.
Есть забавная история. Когда-то давным-давно, 20 лет назад, моя на тот момент жена решила купить машину. Погугли, поискали, порыскали, и вот один дедушка предложил нам Победу. Последние сколько-то много-много лет она стояла в гараже, потому что дедушка стал старый, больной, ездить не умеет. Ну, как не умеет? Врачи запретили. И в машине, в принципе, салон пропылесосить, горючки налить, и машина будет на ходу. Но кто-то напел, что Победа — это очень тяжелая машина, что ей очень тяжело управлять, надо быть прямо мастером. Не в смысле чинить машину, а в смысле прямо вот профессионалом вождения. И Победу мы не купили. Я даже расстроился немного. Потому что сама модель Победы, форма, мне на тот момент нравилась ужасно. Прям вот нравилось и все. Что будут выпускать, если вдруг будут выпускаться какие, Победы, например. Какая-нибудь модель прямо вот в том же самом кузове, как и раньше, то это будет просто супер машина. Особенно если туда сумеют набить современные электроники, новые движки, хороший фирменный салон, то это будет не просто машина, а просто супер машина. Но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, будут делать какое-то говно, на котором будет красоваться олень. И будут сзади буковки «Волга», «Победа». И все. Как оно будет выглядеть на самом деле, я думаю, мы сможем увидеть лет через, в лучшем случае, 5. Подождем, посмотрим. Может быть, порадуемся. Может быть, вздохнем, а может быть, плюнем и пойдем дальше. Посмотрим. Следующим вопросом идет Литва. Что с ней? Деградирует, беднеет. А если касается попытки заблокировать Калининград, то пляшет под чью-то дудку. По некоторым источникам под дудку Великобритании. По другим источникам под дудку Соединенных Штатов. По чью дудку пляшет на самом деле, кто его знает. Опять же, поживем, увидим, посмотрим. Что касается попытки заблокировать Калининград, в блокаду идут. Некоторые пишут, что у России будет адекватный ответ с ядерной бомбардировкой. На мой взгляд, это полная чушь. На данный момент рассматривается такой вариант, что западным грузоперевозчикам может быть предложен следующий вариант, что они довозят свой груз до границы с Россией. Там, на границе, этот груз разгружают, загружают в отечественные российские грузоперевозчики
и дальше уже везут они. Если это будет сделано, то грузоперевозчики из Европы потеряют нехило так день. Если Россия, например, поступит как Китай и просто сотрет ластиком такое недоразумение, как Литва, Латвия, Эстония, и начнет возить в Калининград все нужные там вещи своим отечественным пароходами, яхтами, катерами, кораблями, баркасами, то прибалтийские страны будут каждый день публиковать видео вместе с Зеленским. То лишь разница, Зеленский орет: дайте, дайте, дайте пистолет, дайте пулемет, а эти будут: дайте нам чего-нибудь пожрать. А то с голоду пухнет. Ответ есть. Осталось только дождаться, пока наберемся смелости, чтобы этот ответ озвучить, скажем так. Следующий вопрос. Бэткомедиан отдаст монетизацию с Ютуба на Донбасс. На данный момент уже передано 500 000 рублей. Все, вся новость. Некоторые, правда, возмутились: а что, монетизация еще у кого-то осталась? А почему? А как? У меня отключили давно. Вот я тоже присоединяюсь к такому же вопросу. Google должен был мне $97 и сколько-то там центов. Потом отключили рекламу в России, и эта сумма заморозилась. Из иностранцев, которые смотрят мои видео, есть украинцы. Не знаю, на Украине, на Ютубе показывают рекламу или нет. Не в курсе, если честно. Но примерно месяц назад исчезла и эта самая страница, на которую заходишь, там написано: начислено столько-то, столько-то по достижении $100 деньги будут переведены. Только вот если рекламу не показывают и Google деньги не платят, это не значит, что монетизации нет. Вот здесь в самом низу с правой стороны написано: собрано за год, за сегодня. Видите, там циферки есть. Делайте донат, циферки увеличатся. Опять же, Бэткомедиан делает неплохие популярные ролики. И я думаю, что за включение какого-то момента в какое-нибудь видео кто не то может заплатить какую-то денежку. И если человек решил передать эти деньги на Донбасс, почему нет? Ничего такого странного я не вижу. Также сообщают, что музыкальная группа Little Big
против СВО убежала на Америку из России. Я не являюсь фанатом Little Big в том плане, что я прям вот, смотрите, прям вот фанатею от этой группы. Но, скажем так, 80% их песен мне нравятся. Они есть в моей музыкальной коллекции. И я периодически, не часто, но время от времени их слушаю. И убежали они в Лос-Анджелес еще где-то в конце зимы. Просто как-то так оно по-тихому вышло. Но новое место жительства, потратились. Деньги нужно заработать. А как заработать? Например, выполнить чей-нибудь заказ. И этот заказ был выполнен. Нравится вам этот клип? Смотрите. Не нравится? Не смотрите. Лично мне, наплевать, какого мнения по какому-то вопросу придерживается исполнитель песни. Песня мне нравится, я буду ее слушать. Песня мне не нравится. Какую бы позицию ни занимал автор, эту песню я слушать не буду все равно, потому что она мне не нравится. Песни Little Big мне нравятся, я их слушаю. Модную нынче Юту, но вот ее песня мне вообще никак не заходит. Послушал, не понравилось. Зачем она нужна мне в медиатеке, если я ее не хочу слушать? Ну хорошо, она за все хорошее против всего плохого. И ведь он из-за чего популярным может быть? Из-за того, что его песню слушают. Если вы слушаете какого-то певца только из-за того, что он занимает схожую с вами политическую позицию, мои соболезнования вам и вашим родственникам. Потому что вы просто тупой долбоеб. Грубо, но факт. Песню нужно слушать не потому, что ее исполняет кто-то конкретно, а потому что песня вам нравится. И все. У нас свобода мнений. Кто-то поддерживает СВО. Я поддерживаю СВО отчасти. Еще полстраны, вру, конечно, поддерживает СВО. Хотя, если честно, то, наверное, у 4/6 просто-напросто насрать. И на Украину, и на Донбасс, и на Луганск, и на Херсон, и на все остальное в том районе живущее. Просто это модно, поэтому это крутится, вертится везде, куда мы только не посмотрим. И все. Но Little Big посчитали, что это неправильно. И чтобы не подвергаться нападениям всяких патриотично настроенных фриков, переехали в Лос-Анджелес. Будут жить там. Будут писать песни там. Если у них все получится,
Почему нет? И в дурограмме начали писать о том, почему люди не отмечали день рождения великой поэтессы Ахматовой, но стояли в очереди, чтобы отдать память Юрию Шатунову. Кто не в курсе, на днях певец святых 90-х Юра Шатунов умер от сердечного, не знаю, приступа, еще чего-то, проблемы сердца. И, если верить Яндексу, то, чтобы отдать память, попрощаться с телом, как это называется, пришлось людям стоять чуть меньше часа в очереди. А день рождения Ахматовой не отметили, величайшей певицы, величайшей поэтессы. Только маленький вопрос встречный. А что написала величайшая поэтесса? Вот я Ахматову знаю, не лично знаю, понятное дело, как поэтессу. Я знаю, наверное, с первого курса профура. С 10 класса, грубо говоря. И стихи ее читали, и еще что-то на уроках литературы там проходили. Но я ничего не помню из этой величайшей поэтессы. А если, например, спросить, что написал Пушкин, что написал Есенин, что написал Маяковский, то любой человек практически сразу же, не задумываясь, назовет 1, 2, 3, может быть, даже 4 или 5 стихотворений этих авторов. И кто тогда величайший поэт? Никому неизвестная Ахматова? Или Юра Шатунов, чьи белые розы, я думаю, известны практически всем. Кто уже был в сознательном возрасте в святые 90-е? Белые розы пела вся страна. Разными голосами. С ошибками и без. Но пела. А кто такая Ахматова? Согласно политической программе, она была величайшей поэтессой. И поэтому все должны знать, когда у нее день рождения, когда она это написала, то написала, и что она тогда написала. Но по большому счету ничего путевого она не написала, потому что кроме небольшой кучки фанатов ее стихотворение никто не знает. А Юру Шатунову знают все взрослые люди Российской Федерации. И поэтому выбора-то особо большого и не было. Отмечать день рождения Ахматовой? Да кому она нахрен нужна? Кто это такая? А вот Юра Шатунов, да, надо пойти. И на этой новости про знаменитостей заканчиваю сегодняшний выпуск стрима. Напоминаю вам, что жду ваших вопросов, пожеланий, новых тем. Рекомендую
подписаться на мой аккаунт Boosty, ссылка под видео есть, и задавать эти вопросы за 100 рублей в месяц сколько угодно. Либо пользоваться обычными донатными ссылками. И платить за каждый вопрос. Меньше, чем 100 рублей, но за каждый. Ну а на этой новости, на этой части с вами прощаюсь. Всем пока. И, собственно, увидимся через 4 дня. Счастливо оставаться.